Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я покажу вам очень красивый и эффектный ажурный узор, который идеально подойдет для вязания джемперов, кардиганов, возможно, легких кофточек или же палантинов. Узор смотрится воздушно и стильно, но при этом он совсем не сложный в исполнении, несмотря на то, что формирование происходит и в четных, и в нечетных рядах. Также по ходу видео хочу показать вам, как провязывать двойной накид, который здесь используется, так, чтобы он выглядел как фабричный. Для вязания такого узора подойдет любая гладкая пряжа, пушистая, легкое букле, фантазия неявно выраженная и другие виды пряжи, которые у вас есть, можно пробовать вязать вот этим узором. Что хочу сказать по спицам. К спицам особо узор не привередлив, но если у вас не эластичная пряжа, к примеру, вот свой образец я вязала из стопроцентного хлопка, пряжа практически не эластичная, она не тянется, и вот в рыхлом вязании с такой пряжи будет узор теряться и смотреться неэффектно. Поэтому вот к такой пряже нужно спицы подбирать, исходя из вашей плотности вязания и, конечно же, рекомендации производителя, немножечко меньше брать на полразмера, на размер, нежели вы обычно вяжете из этой пряжи. Свой образец, как я сказала, вязала из стопроцентного хлопка. Здесь 200 метров в 100 граммах. Обычно эту пряжу я вяжу спицами номер 3,5, 4 бывает, смотря какой это узор. Но вот данный узор, данный образец я вязала на спицах номер 3. Это просто для сравнения, чтобы вы могли сопоставить со своей плотностью вязания. Итак, вот так этот образец выглядит при вязании снизу вверх. Он аккуратный, интересный и в изделии смотрится достаточно привлекательно и выглядит очень дорого и изысканно. Если же вы изделие вяжете от горловины, узор будет не менее эффектно выглядеть. Абсолютно по-другому он смотрится, как вы видите, но тем не менее очень-очень интересно. И в некоторых изделиях такой вариант даже будет смотреться интереснее, скажем так, нежели при вязании снизу вверх. Но здесь больше будет зависеть именно от пряжи и от фасона модели, которую вы выбрали. Изнаночная его сторона выглядит вот таким образом. Как видите, здесь никаких сложностей в формировании нет, потому что именно изнанка показывает чаще всего нам, насколько сложный данный узор. Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину и 14 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать два раппорта этого узора, потому что хочу показать, как происходит переход от раппорта к раппорту в ширину, потому что в высоту там все просто, а вот в ширину, чтобы не запутались, особенно начинающие мастера, мы провяжем вместе два раппорта этого узора. Для этого я набрала 28 петель, 24 это два раппорта узора. Как вы видели на схеме, есть ряды, которые начинаются и заканчиваются накидами. В таком случае, как правило, рекомендуется провязывать дополнительную петлю симметрии в начале и конце ряда при поворотном вязании. И у меня еще есть две кромочные. Сразу хочу сказать, что если вы вяжете по кругу, вам петли симметрии эти будут не нужны, потому что мне часто задают такие вопросы. И, соответственно, кромочные петли также не нужны. Вы просто набираете количество петель кратное 12 и повторяете вязание с 1 по 12 петлю. Итак, петли у меня набраны. Начну сегодняшний показ с провязывания установочного ряда.
Итак, кромочная петля, я ее просто переснимаю. Далее у меня одна изнаночная, это петля симметрии. 4 изнаночные, это уже петли раппорта узора. 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее идет 8 изнаночных петель. 4 петли первого раппорта узора и 4 петли второго раппорта узора. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Повторяю, провязываю 4 лицевые петли, 3, 4 и 4 изнаночные. Я закончила вязать 2 раппорта узора, провязываю одну изнаночную петлю симметрии и кромочную. Далее приступаю к вязанию первого ряда. Он будет провязываться полностью по рисунку. Кромочную я переснимаю. 1 лицевая петля симметрии, далее 4 лицевые петли, 4 изнаночные, 2, 3, 4, 8 лицевых, 4, 4, 4 с первого раппорта, 4 со второго, 6, 7 и 8, 4 изнаночные, 3, 4, 4 лицевые петли, 3, 4, 1 лицевая, это петля симметрии в конце ряда и кромочная петля. Далее второй ряд. Кромочная, 1 изнаночная петля симметрии, далее 4 изнаночные петли, 3, 4, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 8 изнаночных петель, 5, 6, 7 и 8. 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая петля и 4 изнаночные. Ряд буду заканчивать также 1 изнаночной, это петля симметрии, и кромочная. Третий ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии, далее начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, для этого я поменяла расположение петель на классическое, чтобы петли не получались скрещенными, и провязываю их 1 лицевой петлей. Далее 1 изнаночная, 1 лицевая. Далее по схеме идет двойной накид. Чтобы у меня получился вот такой эффект, как на моем образце, я делаю здесь просто 1 накид и продолжаю вязание по схеме. 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая петля и вновь делаю 1, а не двойной накид. Вот таким образом. И вяжу симметрично: лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, это я провязала 2 раппорта узора, дальше 1 лицевая петля симметрии и кромочная петля. Четвертый ряд. Кромочную переснимаю, 1 изнаночная, это петля симметрии, и начинаю вязать сам раппорт узора. 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. При убавлении вправо изнаночных петель я их разворачиваю, чтобы они были открыты, то есть вторая дужка смотрела на меня, и провязываю
двумя вместе, вторая ведущая петля, то есть я сначала вторую петлю подхватываю, а потом первую, вот таким образом, и провязываю их одной изнаночной петлей. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная, накид. Далее у меня идет накид, который должен быть двойным, но я его провязываю просто одной изнаночной петлей, вот таким образом. И далее вяжу по схеме, делаю накид, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Изнаночные при убавлении влево должны располагаться на спице классически, то есть первая дужка смотреть на меня. Они у меня расположены правильно. Первая ведущая петля, то есть я сначала первую подхватываю петлю, потом вторую и провязываю их одной изнаночной петлей, вот таким образом. Далее 2 изнаночные петли, 1, 2. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, я поменяла их расположение, вторая ведущая петля и провязываю одной изнаночной. Повторяю, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид. Двойной накид я провязываю просто открытой изнаночной петлей. И вяжу по схеме накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево и 1 изнаночная петля. Я провязала 2 раппорта этого узора. Заканчиваю ряд изнаночной петлей симметрии и кромочной. 5-й ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, накид. Вот этот накид предыдущего ряда я провязываю лицевой петлей. Далее идет у меня накид, который должен быть двойным. Вот с него 1 петля и вот сам накид. И вот спицу я продеваю в этот сам накид. Вот таким образом, думаю, видно хорошо. Подхватываю рабочую нить и провязываю 1 лицевую петлю. Далее провязываю петлю со спицы. Итого у меня получился провязан этот двойной накид. То есть он провязывается через ряд, количество петель возвращается в исходное положение, скажем так. Далее следующий накид провязываю лицевой открытой петлей, делаю накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная петля, лицевая петля, делаю накид. Накид предыдущего ряда провязываю открытой лицевой петлей, двойной накид. Я в сам накид продеваю спицу, подхватываю рабочую нить, и это у меня идет 1 лицевая петля. Далее провязываю лицевую петлю со спицы, следующий накид провязываю лицевой и делаю следующий накид. После чего идет 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. На этом я закончила вязать второй раппорт данного узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 6-й ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю изнаночную петлю симметрии. Далее 2 лицевые петли, 1, 2, 8 изнаночных, накиды также буду провязывать изнаночной петлей. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. После чего у меня идет 4 лицевые петли. 2 лицевые это к первому раппорту и 2 лицевые ко второму раппорту узора. 1,
вторая, третья и четвертая, после чего 8 изнаночных петель, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 лицевые петли. На этом я закончила вязать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, и кромочной петлей. 7 ряд я вяжу полностью по рисунку. Кромочную переснимаю, 1 лицевая петля симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные, 8 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 изнаночные, 2, 3, 4. Повторяю, 8 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 2 изнаночные. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 8 ряд также провязывается полностью по узору. Кромочная, изнаночная петля симметрии, 2 лицевые, 8 изнаночных петель, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые петли, 3, 4 и повторяю 8 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочная, 1 лицевая петля симметрии. Далее начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная петля, 8 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная петля, 2 лицевые, 1 лицевая относится к первому раппорту узора, вторая ко второму. 1 изнаночная, 8 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1 изнаночная и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. Вот здесь уже видно, как оформляется этот двойной накид. Вот видите, как аккуратно, потому что если мы провязываем по изнаночной стороне 1 изнаночную, 1 лицевую скрещенную, вот здесь получается такой как узелочек. Здесь похоже на машинное вязание без всяких узелков, а эффект тот же самый. Итак, давайте вязать дальше. 10 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю изнаночную петлю симметрии. Дальше у меня идет накид, 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 4 изнаночные петли, 3, 4. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель и провязываю их 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная. Дальше идет двойной накид. По изнаночной стороне я также просто набрасываю 1 накид и продолжаю вязать по схеме. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные петли, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Далее 11 ряд. В начале и в конце ряда вот этот накид, он провязывается сразу, просто лицевой петлей.
потому что нет соответствующего убавления второму накиду. А вот посерединке мы сейчас провяжем, как он провязывается. Итак, 11 ряд, кромочную я переснимаю, провязываю одну лицевую петлю симметрии, далее накид я провязываю просто лицевой, и в начале, в конце ряда я к этому накиду больше возвращаться не буду. Делаю накид, 1 лицевая, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, накид. Вот этот двойной накид, который у нас должен быть, в этом ряду я провязываю просто открытой лицевой петлей, вот таким образом. И продолжаю вязать по схеме. Накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид. В конце ряда я также накид провязываю просто лицевой петлей и к нему уже возвращаться не буду. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 12 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 изнаночную петлю симметрии. Далее 1 изнаночная, накид провязываю изнаночной петлей, делаю накид, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная петля, накид. Накид провязываю изнаночной петлей, а вот здесь у меня двойной накид. Я сначала провязываю со спицы 1 изнаночную петлю. Вот так это все выглядит. Вот мой накид. Далее спицу ввожу вот таким образом за работой. Подхватываю рабочую нить и провязываю еще 1 дополнительную изнаночную петлю. И продолжаю вязание. Накид провязываю изнаночной петлей. Далее у меня 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид. Накид провязываю изнаночной петлей и еще 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, и кромочной. 13 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии. Далее у меня 4 лицевые петли, 2, 3, 4. 4 изнаночные, 1, 2, 3 и 4. 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше 4 изнаночные петли, 2, 3, 4 и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 14 ряд я провязываю полностью по рисунку. Кромочную переснимаю, далее изнаночная, это петля симметрии, после чего у меня идет 4 изнаночные петли, 4, 4 лицевые, 2, 3, 4, 8 изнаночных петель, 3, 4, это к первому раппорту относится, следующие 4 ко второму. 2, 3 и 4. 4 лицевые петли и 4 изнаночные. 2, 3,
4. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю изнаночная, это петля симметрии, и кромочная. Вот так выглядит один раппорт этого узора. Вот в таком солнечном цвете он еще интереснее смотрится с моей точки зрения. Далее продолжаете вязание в высоту с 1 по 14 ряд, повторяя то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. И вот так выглядят двойные накиды, вот по изнаночной стороне, которую мы провязывали, и вот по лицевой стороне. И сам узор смотрится вот так. Надеюсь, такая красота не оставила вас равнодушными, и вы обязательно с таким красивым узором что-нибудь себе свяжете на осень, а возможно уже к лету. Всем хорошего дня и до встречи на канале!